Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня с вами поговорим о том, что же случится на Пасху в этом 2024 году, чего нам всем ожидать, к чему готовиться и на что стоит обратить внимание в самое ближайшее время. Давайте с вами обязательно это прямо сейчас проговорим. И прямо сейчас, друзья, ставьте лайк этому видео, в комментарии напишите слово «желание». Пусть ваше самое сокровенное желание обязательно исполнится. Обязательно в комментариях к этому видео пропишите этого, не бойтесь. Итак, друзья, давайте поговорим о том, что же случится на Пасху 5 мая 2024 года в этом году. Недавно вышло интересное видео и в интернете, и по телевидению. Приглашались известные астрологи, нумерологи, предсказатели, которые говорили о том, что нас ждет очень важное событие именно 5 мая. И мы хотим с вами разобраться вместе в этом детальном вопросе, показать интересные моменты, на которые вам стоит обязательно обратить особое внимание. Итак, друзья, 5 мая, как вы знаете, 5 мая в этом году мы отмечаем с вами Пасху. Обратите внимание, что Пасху в 2024 году мы отмечаем достаточно поздно по сравнению с, например, с католиками. И сейчас очень важно понимать и знать, к чему же нам готовиться. Ну, во-первых, давайте начнем с того, что у нас осталось не так уж много времени до Пасхи, до самого праздника. И сейчас очень важно, чтобы вы сами энергетически и морально к этому подготовились. Почему? Потому что когда человек не готов к тем или иным событиям, он постоянно переживает, он постоянно нервничает, у человека случаются какие-то небылицы и так далее. Поэтому, чтобы такого не было, вы в первую очередь должны подготовиться, подумать о том, как вы будете встречать Пасху, с кем вы хотите встречать Пасху. И очень важно понимать и знать, что вот встречая именно эту Пасху в 2024 году, у многих людей могут произойти достаточно такие вот кардинальные и важные изменения. Как они будут проявляться? Во-первых, давайте начнем с того, что сейчас то, что происходит в мире, только все усугубляется. Ввиду того, что мир, к сожалению, катится в бездну, хотим мы этого или нет, но ввиду те силы, которые провоцируют специально вот те события, вы видите, что сейчас на Востоке происходит, вы видите, что происходит в Америке, вы видите, что происходит между славянскими странами, это все искусственно созданные ситуации. По большому счету, простым людям этого не нужно, потому что многие люди между собой находят точки соприкосновения, находят общие интересы, находят общие темы, ведут бизнес, дела и так далее. Но есть что-то выше, вы знаете, что это выше, это буквально небольшая команда людей, семьи, будем так говорить, которые понимают, что ихний мир рушится. И они понимают то, что только благодаря вот таким вот событиям, которые они искусственно создают, они могут немножко еще, знаете, как продолжить свое существование. Но как бы они этого не хотели, у них этого не получается. Потому что когда они искусственно создают одну ситуацию, к сожалению, у них, видимо, нет стратегов, у них нет людей, которые энергетически чувствуют, видят те изменения, которые происходят в мире. Да, люди сейчас многие закрыты, знаете, как будто у них розовые очки, они не видят, что происходит в реальности в этом материальном мире. Но пройдет еще чуточку времени, и, знаете, очки рассыпятся, поломаются, распадутся на мелкие кусочки, и люди увидят, что они придерживались того, что им навязали искусственно. Вы знаете, если человек энергетически не чувствует энергии, которые вокруг него, и он смотрит только телевидение, он смотрит какие-то сплетни, слушает какую-то грязь, и он в реальности энергетически не видит то,
то в его жизни он как бы закрыт, знаете, он живет в своем вакууме и думает о том, что все прекрасно, что все чудесно. И вы знаете, вот сейчас уже многие начали просыпаться и говорить о том, не-не-не, нам так не подходит, мы так не хотим, а зачем нам идти там в Европу, а зачем нам идти в Америку, а зачем нам лететь на Марс, когда мы вот здесь, вот на своей территории должны договориться, мы должны жить в мире, мы должны жить в согласии, а не так, что ты такой, а я сякой, или я не такой, а ты такой. И многие люди этого на данном этапе в жизни закрыты. И вот ваша сейчас задача проснуться от этого сна. И желательно это сделать до 5 мая. Вы далее поймете, почему вам нужно постараться это сделать. Потому что вы должны понимать и то, что сейчас происходит, хотите вы этого или нет, но именно сама планета, она заставляет людей пробудиться и объединяться. Также планета заставляет каждого человека открыть глаза. Люди не смогут открыть глаза, люди будут жить в энергии страха, в энергии боли, ненависти, злости. Вселенная, высшие силы это все просто-навсего заберут, потому что, знаете, мы уже идем к точке невозврата. И я вам хочу сказать так, что те политики, которые вот выдерживают сейчас, они очень мудрые. Давайте, несколько политиков в мире, они хоть и пожилые, но они очень мудрые, и их очень сильно сейчас провоцируют, очень сильно всеми, знаете, чем только можно и не можно, но они не ведутся, потому что они понимают, что они ведут игру не на шахматной доске, а в каком-то поле, где нет ни правил, нет никаких договоренностей четких. То есть вы знаете, кто играет в шахматы, они знают, что такое шахматы, да, когда вы просчитываете на несколько шагов вперед, вы знаете правила игры, вы знаете, что так нельзя, да, там лошадь ходит так, а у нас, словно королева ходит так в шахматной доске, да, и так далее, и так далее. И кто играет в шахматы, вот даже если вы немножечко играете в шахматы, вот представьте себе, что играет два игрока, и два игрока, они большие должны быть стратегами, чтобы это понимать, как это, кто выиграет, кто и проиграет. И недаром вот в некоторых школах сейчас уже вводят шахматы. Это не для того, чтобы дети поигрались или знали, что такое игра, а это чтобы дети уже вот с 1 класса видели и понимали вот эту стратегию, понимали вид в будущее, к чему они должны прийти, как они могут победить, какие, допустим, им нужно отдать условно и свои, то ли ферзя, да, то ли каких-либо других именно символов для того, чтобы выиграть, да, чем можно быть где-то пожертвовать, а где может быть остановиться и так далее. И вот в мире та же самая ситуация, только одни пытаются играть правильно по законам, при этом и божественным законам, играть по законам, которые были прописаны еще в 3-5 веках, вы понимаете? То есть тогда еще мудрые люди, философы прописывали правила игры, но сегодня многие страны игнорируют. То есть если им что-то не нравится, то почему бы мне не наложить санкции, то почему бы мне это не сделать, то почему бы мне то не сделать, а почему мне... То есть, но это неправильно. Вы должны понимать, что вот такие вот страны, они не то что идут в никуда, они летят в пропасть. И они летят не только как сама летит страна в пропасть, но и тот народ, который проживает на этой территории. Так все-таки, что же случится на Пасху? Дело в том, что мы с вами на Пасху должны находиться в энергии любви, в энергии созидания. И самая великая страна на нашей планете, вы знаете, она находится сейчас под божественным покрывалом. Вообще-то, вот как бы вы люди бы не хотели, но сейчас центром мировой культуры будет именно РФ. Хотите вы этого или нет, обижаетесь или нет, конечно же, это пока не видно на физическом плане должным образом. Но смотрите, что говорит президент этой страны. Он говорит про культуру, он проговорит ценности, он говорит про семью, он говорит про маму, про папу. Это очень важно. Он говорит про отношения в семье, в городе, в государстве. И это очень важно, потому что если вы послушаете другие страны, вы услышите голубых, синих,
белых, розовых и так далее, и там все куда тянется в никуда, там даже уже в школах вводится вот этот дребедень. Вы знаете, мы не можем говорить это напрямую, потому что, ну, YouTube это такая площадка, которая все проверяется, но те, кто мудрые, те, кто умеет слышать между строк, они поймут, о чем мы говорим. Поэтому вот многие нам пишут в закрытом чате, а что нам делать, вот я вот выехала из своей страны, и вот живу в той стране, но вы знаете, мне ничего не получается, и то, и то, и то, и вот что делать? Мы говорим о том, что возвращайтесь на родину славян, именно славян. Почему? Потому что за этим будущее. В любом случае, 3 сестры объединятся, вы надеемся, понимаете о чем. 3 сестры объединятся, и вот до 2030 года очень много будет ужасных, тяжелых событий происходить в мире. Но вот именно там, где будет объединение 3 сестер, славян, то там вот самое наименьшее, что может произойти. Конечно же, будет много интересных событий сейчас развиваться и в политике, и во многих государствах, в той же Америке. А там уже в Америке уже идет полным ходом, просто, к сожалению, так построен мир, чтобы люди не знали правды. То есть нам дается, вот, да, транслируется в этот мир какая-то информация, и люди довольны, люди счастливы. Поэтому сейчас ваша задача до 5 мая, до Пасхи, постараться максимально подготовиться. Убрать в своем доме, подумать о том, с кем вы будете отмечать. Пожалуйста, эту Пасху очень нужно отмечать только с теми людьми, которых вы любите, которых вы цените, которые вы знаете, что вас поддержат в трудную минуту. И что самое важное, в ближайшие 2-3 года вот каждый человек пройдет через это. Уже многие прошли через это, потому что раньше, до вот этих ситуаций, многие, будем так говорить, клялись друг другу, что бы ни случилось, вы всегда будете самые лучшие и так далее, и так далее. А когда наступила эта ситуация, многие друг друга отвернулись и слова свои забыли. Но каждый получит свое, помните об этом. И, к сожалению, когда придет время X, каждый вспомнит то, что он говорил, но уже будет поздно. Кроме того, сейчас старайтесь находиться, вот если в вашем окружении есть люди, которые все рассматривают в негативном русле, то старайтесь уйти от таких людей, потому что они привязаны к эгрегору разрушения, они привязаны к эгрегору деструктивных вот этих низких энергий, и кроме ссор, скандалов, злости, вы ничего другого с ними не услышите, и вам, наверное, это и не надо. Поэтому, если у вас есть желание, возможность, возвращайтесь на землю 3 сестер. У каждого это свое, но именно придет момент, когда эта территория будет закрыта самим государством после объединения, потому что придет время очень страшное в мире, будет и голод. Вы должны понимать и то, что сейчас идет очень такая вот 1,5-2 года, у нас у всех с вами есть время, есть подготовиться к тем событиям, потому что на некоторых территориях, не в странах даже, а территориях, потому что страны в скором времени, страны не те страны, которые мы привыкли называть, будут. То есть, если мы раньше, например, знали, что есть такая-то страна, да, в Европе, то даже в Европе не будет тех стран, которые мы привыкли слышать и которые уже вот состоявшиеся и устоявшиеся. Потому что на некоторых территориях будут войны, будет голод сильный, в некоторых территориях природа будет просто кошмарить. Например, на тех территориях, в которых всегда было тепло, будет холодно, снег, морозы. Да, это будет временное явление, но оно так подпортит, что у людей будет большая беда. На некоторых территориях будет меняться климат, на некоторых территориях будет полностью изменяться ландшафт. Обращаем ваше внимание, что к 2030 году мы с вами Африку не узнаем. Кто знает, что это пустыня, то уже начиная где-то 2030-32 годов мы увидим там зелень, там будут красивые сады, красивая будет природа, то есть климат у нас будет очень-очень сильно меняться. Далее, многие спрашивают, куда сейчас вкладывать
вкладывать деньги, что, куда бежать и так далее. Девочки и мальчики, самое простое, что вы можете сделать, это вкладывать в недвижимость. Но что в нашем понимании вкладывать в недвижимость? Недвижимость в нашем понимании – это земля с домиком или домик с землей. Потому что придет момент, что в многих странах мира вот эти многоэтажные дома просто станут камнем, они станут никакими. Поэтому у вас есть возможность, вкладывайте деньги, изучайте, как выращивать те же помидорчики, ту же зелень, и так картошечку. У каждого это будет, друзья, по-своему, но в любом случае вы уже должны сейчас готовиться. И вот 5 мая это начнется вот такой вот отсчет времени. Поэтому вы должны сейчас уже морально готовиться. Мы встречаем прекрасно с вами в Пасху, с крашенными яйцами, с Пасхой, с вкусной едой, и начинаем уже с вами готовиться. Если у вас деньги на каких-то электронных кошельках или все, что связано с этим, подумайте о том, чтобы вложить деньги в недвижимость. Еще раз, недвижимость – это домик с землей или земля с домиком. Но вот эти многоквартирные, это все уйдет в небытие. Кроме того, мы уже с вами говорили и в закрытом части, еще хотим повториться, в какой-то момент будет так называемый blackout по всему миру. Но обращаем ваше внимание, 3 сестер это не коснется. Возможно, коснется где-то частично, но вот так как во всем мире не будет ни интернета, ни света, то есть ничего не будет работать. И где-то этот blackout, так называемый, сейчас это уже модно говорить, да, будет от 2 недель до месяца. Поэтому подумайте, если вы живете вот в странах, как вы будете проживать этот период, потому что пауэрбанки вам точно не помогут, потому что достаточно большой период, кроме того, будет происходить такое вот обновление всей системы. Это будет искусственно, к сожалению, будет сделано, но мы с вами, мы славяне, мы это все пройдем с легкостью, потому что нам это не впервые. Знаете, многие люди, кто на Земле работает, кто связан с Землей, кто связан с космосом, с божественными энергиями, то в нужный момент, в нужное время у таких людей появятся и люди, которые поведут, и возможности откроются. Так что вы за это не переживайте. Главное, думайте о том, вот как сейчас мы встречаем Пасху, с какой радостью, и начинаем понимать, осознавать, что мир катастрофически меняется. При этом мы уже вам дали определенные подсказки, надеемся, что эти подсказки вам помогут, так что, пожалуйста, не переживайте, всему свое время. Прямо сейчас, друзья, ставьте лайк этому видео, а на экране вы сейчас видите 2 всплывающих окна. Друзья, это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.